Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео я предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень простые носочки, которые у нас будут называться носки с забытой пяткой. Почему же у нас идет такое название? Потому что, смотрите, вместе с вами мы сейчас будем вязать вот такую вот простую заготовку. И вот так у нас выглядит наша подошва. То есть мы будем вязать просто обычное ровное полотно. И здесь получается в процессе вязания, там где у нас должна будет идти пятка, вот часть петель мы провяжем контрастным цветом. И только после того, как вся наша заготовка вот такая вот простая будет готова, в конце мы сейчас вместе с вами будем вывязывать эту забытую пятку. Плюс этих носков то, что, смотрите, первое, мысок, естественно, у нас вяжется в конце. Также, потому что набираем петли, вяжем всю длину нашего носка, и только в конце вот здесь мы, получается, закрываем петли мыска. Поэтому если вдруг у вас в этом месте протирается ваш носок, то вы спокойно его, вот эту часть мыска, сможете перевязать в любой момент и столько раз, сколько вам необходимо. Также вот здесь на мысок и на пятку вы можете добавить какую-то любую другую нить, более износостойкую. Здесь уже есть много разных вариантов. Можно взять именно носочную нить, можно взять к основной нити носочную добавку. То есть здесь вы уже будете решать самостоятельно, ну, так, как вы привыкли это делать. Поэтому, смотрите, мысок и пятка у нас вяжутся в конце, и данные носочки легко поддаются ремонту, если вдруг у вас протерлась какая-то из вот этих, соответственно, деталей. Теперь смотрите, сейчас в мастер-классе эти носки я буду вязать на размер ноги где-то 37-38. Но в любом случае регулируем размер этих носков мы здесь вот, когда вывязываем всю длину нашего вот этого тела носка. Ну или вот здесь от пятки получается до мыска. Вы можете это расстояние вот здесь провязать или чуть больше, или наоборот чуть покороче, тем самым получите носки на больший или на меньший размер ноги. Здесь, мне кажется, очень сложно ошибиться, что касается вот именно длины нашего носка. Самое главное, что мы должны рассчитать, это вот здесь изначально набрать нужное количество петель, так чтобы нога комфортно проходила вот в наш носок. Носочек я буду вязать вот основное тело резинкой, поэтому этот носок хорошо облегает ногу, но при этом полотно у нас получается эластичное и хорошо тянется. Верхнюю часть носка я буду вязать резинкой 3 на 1, и, соответственно, подошву и вот эту заднюю часть я буду вязать резинкой 1 на 1. Вот здесь этот участок, где я набирала петли и провязывала серым цветом часть резинки. Резинку здесь я провязывала не совсем обычным способом, то есть, ну, в процессе вязания, во-первых, это все я вам показываю, но здесь, смотрите, получается, в одном ряду резинку мы вяжем обычную классическую, а во втором четном ряду лицевые петли я снимаю, а изнаночные провязываю изнаночными. То есть в этом случае, смотрите, вот эта лицевая сторона резинки, она такая получается, вот здесь петли более такие объемные, смотрится это очень красиво, но резинка в этом случае получается чуть менее эластичная, мне кажется, тогда, нежели обычная резинка. Поэтому, если вдруг у вас нога широкая, или вот здесь у вас вот, где у нас идет щиколотка, нога идет полная, я все-таки рекомендовала бы провязывать вот эту часть резинки,
которую я провязывала серым цветом, обычным образом. То есть во всех рядах лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Поэтому этот момент вы просто учитываете и уже можете провязать вот этот участок так, как это подходит именно вам. Я вам просто показываю вот один из способов вязания. Какие-то небольшие нюансы и моменты, ну вот в частности, что касается резинки, вот этой вот именно верхней части, здесь вы уже можете это регулировать, исходя вот из ваших предпочтений. В мастер-классе сейчас эти носки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров. И для вязания я буду использовать круговые спицы, диаметр 3,5 мм. Также для вязания носочков подойдут обычные чулочные спицы. То есть берем те спицы, которыми вам удобнее вязать. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные носочки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Набирать петли я сейчас буду на 2 спицы. Одни спицы я беру круговые, основные, на которых я планирую вязать мой носок. Это круговые спицы диаметром 3,5 мм. И дополнительно я сейчас возьму обычную чулочную спицу. Ну, у меня самая тонкая была вот диаметром 2,5 мм. То есть я беру вот таким образом, складываю эти спицы и, как я сказала, набираю петли на 2 спицы для того, чтобы наборный край у нас был эластичный. Набирать петли на 2 спицы не обязательно. Если вы будете набирать на одну спицу, просто контролируем натяжение петель так, чтобы эти петли не были сильно туго затянуты. Ну а я складываю 2 спицы и обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 42 петли. Плюс дополнительно я еще наберу одну петлю для того, чтобы соединить наше вязание в круг. То есть итого 43 петли. Петли я набрала, теперь аккуратно чулочную спицу я вынимаю и откладываю. И теперь смотрите, вот наши все петли я примерно должна разделить вот напополам. То есть вот примерно половина петель. И теперь вот здесь где-нибудь примерно опять же в середине я вытаскиваю леску. Так, чтобы одна часть петель у нас сейчас вот располагалась на одной вот спице, вторая часть петель на второй спице. То есть и вот посреди я вынула эту леску. Теперь я должна соединить наше вязание в круг. Для этого мы сначала убедимся в том, что нигде ничего не перекручено. То есть вот таким образом, видите, у нас идет красивая эта косичка, должна смотреть на нас, то есть соответственно спицу, на которой расположены вот эти наши кончики, я вот беру в правую руку, вторую спицу соответственно беру в левую руку, подвигаю эти петли на край наших спиц. Так вот я аккуратно это все держу. Сейчас для удобства я возьму как раз таки эту чулочную спицу и одну первую петлю я снимаю сейчас вот аккуратно с левой спицы. И эту петлю я сейчас переодеваю на правую спицу. Далее вот на правой спице я сейчас подхвачу ту петлю, на которой у меня расположены вот эти наши кончики. Вот она. И эту петлю я сейчас протягиваю и спускаю через только что переснятую петельку. Кончики подтягиваю, после чего петлю обратно возвращаю вот на левую спицу. То есть вот таким образом я сейчас соединила наше вязание в круг. Теперь я беру вот эту мою, получается, спицу с правой стороны и вот таким образом я ее вытаскиваю. И сейчас я буду приступать к вязанию первого ряда. Поэтому я сейчас первую петлю провязываю лицевой, вторую петлю я провязываю изнаночной. Одна петля лицевая, одна петля изнаночная.
конце ряда лицевая, изнаночная. И теперь вот я подвигаю вот таким вот образом наши петли на левую спицу. Вот опять получается, правую спицу я вынимаю и продолжаю вязать наш первый ряд. То есть закончила вязание я изнаночной петлей, соответственно здесь у меня дальше идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Закончить вот наш этот ряд на второй спице мы должны как раз таки изнаночной петлей, так как начинали вязание мы вот именно с лицевой петельки. Теперь опять вот нашу спицу, которая расположена с левой стороны, я вот таким образом петли подвигаю на левую спицу, после чего опять правую спицу я вытаскиваю. И теперь смотрите, вот именно эту часть резинки я буду провязывать не совсем обычным классическим способом, поэтому смотрите, первый ряд мы вяжем резинку обычную классическую, и начиная со второго ряда вот лицевые наши петли я буду просто переснимать, не провязывая, а изнаночные петли я провязываю как обычные изнаночные петли. Вот лицевую петлю я снимаю, не провязывая, изнаночную провязываю изнаночной. Лицевую снимаю, изнаночную провязываю изнаночной. Лицевую снимаю, изнаночную провязываю изнаночной. Таким образом мы вяжем наш второй ряд до конца. Сначала петли с первой спицы, затем петли со второй спицы. Итак, я довязала до конца второй ряд. Опять вот петли подвигаю на край левой спицы, правую спицу вытаскиваю, и теперь третий ряд у нас будет провязываться точно таким же образом, как мы провязывали и первый, то есть обычным классическим способом. То есть вот лицевую петлю я провязываю лицевой, а изнаночную петлю я провязываю изнаночной. Лицевую лицевой, изнаночную изнаночной. Для того, чтобы петли лежали ровно и не были скрещенными, очень важно все наши петли провязывать за правую стенку каждой из вот этих наших петель. В данном случае вот у моей лицевой петли правая стенка расположена за работой, поэтому эту лицевую петлю я провязываю лицевой за заднюю стенку. А у изнаночной петли, вот она у меня идет, правая стенка также расположена за работой. Поэтому вот эту изнаночную петлю я провязываю изнаночной за заднюю правую стенку этой петли. Одна лицевая и одна петля изнаночная. Так мы вяжем до конца третий ряд. Итак, вот я провязала третий ряд. Опять вот спицу левую подвигаю вот эти наши как раз таки петли на край, правую спицу вытаскиваю вот подлиннее. И теперь приступаем к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд у нас будет провязываться точно таким же образом, как мы провязывали и второй. То есть лицевые петли вот я буду просто переснимать, не провязывая, вот за переднюю правую стенку этой петли. А нашу вот изнаночную петлю я провязываю как обычную изнаночную петельку. Лицевую снимаю, изнаночную провязываю изнаночной. Лицевую снимаю, изнаночную провязываю изнаночной. То есть таким образом по этой схеме мы продолжаем вязать резинку у наших носочков дальше на нужную высоту. То есть получается нечетные ряды. Первый, третий, пятый и так далее мы вяжем обычную резинку 1 на 1. А четные ряды, второй, четвертый, шестой и так далее, мы лицевые петли просто снимаем, а изнаночные петли провязываем изнаночными. Таким образом, если мы сейчас посмотрим на готовый носочек, высота этой резинки вот в моем случае будет равна 3,5 сантиметрам. Или если сейчас посчитать высоту резинку по вот этим нашим лицевым провязанным петлям, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 лицевых петель, это вместе вот с этой первой наборной петлей. Итак, смотрите, вот я провязала нужную мне высоту резинки. И теперь, смотрите, я должна взять нить контрастного цвета. И я сейчас как раз таки буду провязывать следующий ряд контрастным цветом и распределять наши петли. Просто хотела показать, что верхнюю часть вот нашего носка я буду вязать с резинкой 3 на 1, а вот эту нашу заднюю часть и подошву я буду вязать резинкой 1 на 1. Поэтому вот серую нить от моточка мы можем уже обрезать, она нам пока больше не нужна. Далее вот в конце мы этот серый кончик нити спрячем. Сейчас я беру нить горчичного цвета, просто кончик нити вот я прикладываю к краю, то есть вот в изнаночную сторону, и приступаю к вязанию первого ряда. Сейчас, как я сказала, верхнюю часть нашего носка я буду провязывать резинкой 3 на 1, поэтому я провязываю 3 петли лицевых. 1 лицевая петля, 2 и 3, и 1 петлю изнаночную. И опять 3 петли лицевых, 1 петля изнаночная, 3 лицевых, 1 петля изнаночная, 3 петли лицевых. То есть вот смотрите, после того, как я провязала сейчас практически до конца этот ряд, то есть начинала я 3 лицевыми петлями и закончила я здесь, смотрите, также 3 лицевыми петлями. Вот в моем случае эту последнюю петельку я вот таким образом переснимаю на обратную спицу. И теперь смотрите, в данном случае передняя вот эта часть у нас будет состоять из 19 петель. Остальные петли я буду сейчас вот провязывать на второй спице. У нас здесь их, соответственно, получается 23 петли. Здесь я буду вязать обычную резинку. Значит, здесь закончила я вязание лицевой петлей, поэтому здесь, начиная с изнаночной петли, я провязываю 1 петлю изнаночную, 1 петлю лицевую. То есть в принципе сейчас здесь мы вяжем вот все петли по рисунку. Лицевые петли я провязываю лицевыми, изнаночные петли провязываю изнаночными. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы вяжем наш первый ряд до конца. Последнюю петлю в конце ряда вот по рисунку как раз я и провязываю изнаночной. Серый кончик вот этот нити я подтягиваю. И теперь смотрите, для того, чтобы сразу здесь не образовывалось никакой большой дырочки, то есть вот серый кончик нити, где я закончила наше вязание, и горчичный кончик нити, где я начала провязывать первый ряд, этих 2 кончика я возьму и вот буквально на один двойной такой узелочек хорошенечко свяжу, и после чего эти кончики вот я сейчас выведу в изнаночную сторону. Все, после того, смотрите, как мы распределили наши петли по вот как раз таки нашему узору, сейчас дальше продолжать вывязывать длину нашего носка я буду, провязывая вот все петли по рисунку. То есть вот я дальше провязываю 3 петли лицевых, то есть по рисунку лицевые они у меня и идут. 1 петля изнаночная, 3 петли лицевых, 1 петля изнаночная. И это я провязала петли вот с первой спицы. Далее опять вот подвигаю петли на край, получается, левой спицы. Правую спицу вытаскиваю подлиннее и продолжаю вязать этот ряд, провязывая все петли по рисунку. То есть здесь у нас на второй спице сейчас мы будем вязать 1 петлю изнаночную, 1 петлю лицевую. То есть изнаночные петли я провязываю изнаночными, лицевые лицевыми. И таким образом, вот провязывая сейчас все петли по рисунку, мы должны провязать участок как раз таки до
пятки. То есть это мы сейчас вот вяжем от резинки, вот этот участок до пятки. Также, если посчитать по вот нашим лицевым этим провязанным рядам, по вот этой лицевой дорожке, то это получается сейчас здесь у меня провязано вот 17 рядов. То есть 17 у меня здесь получилось вот этих наших провязанных лицевых петелек. Опять же, высоту этого участка вы можете регулировать самостоятельно. Вот как раз таки сейчас высота вот этого провязанного участка и будет влиять на высоту вот здесь по ноге нашего носка. То есть чем больше мы провяжем это расстояние, тем эти носочки у нас получатся длиннее. Я провязала нужную мне высоту вот этой нашей горчичной части до пятки. И здесь я сейчас измерила вот именно на ровной детали, не на ноге. Эта высота у меня сейчас равняется, ну, примерно 5,5-6 сантиметров. Ну и вот, если пересчитать вот эти наши провязанные лицевые петельки, здесь у меня провязано, то есть от серой резинки до вот этой последней петли, которая расположена как раз таки на спице, вместе с этой петлей 17 вот как раз таки этих лицевых петель. Далее вот получается вязание я переворачиваю на вот нашу переднюю часть. Это тот участок, где мы вяжем вот резинку 3 на 1. И сейчас вот как раз таки в этом круговом ряду мы будем отмечать, скажем так, контрастной нитью место, где мы впоследствии будем вывязывать пятку. Поэтому в начале вот все петли с первой спицы я провяжу по рисунку, провязывая, получается, 3 петли лицевых, 1 петля изнаночная. 3 петли лицевых, 1 петля изнаночная. Вязание я сейчас держу как раз таки вот той стороной, где у меня идет обычная резинка 1 на 1. На вот этой второй спице у меня здесь расположено сейчас 23 петли. Поэтому смотрите, каким образом я буду формировать это отверстие. Значит, одну петлю я сначала провяжу вот нашей горчичной нитью, вот изнаночной, по рисунку изнаночная она у меня и идет. И одну петлю лицевой. То есть вот я провязала в начале ряда 2 петельки. Сейчас я должна взять нить контрастного цвета. То есть вот я беру нить контрастного цвета, и следующих 19 петель я буду провязывать вот как раз таки нитью контрастного цвета. То есть по рисунку 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть 19 петель, ну или до конца этого ряда мы также сейчас не довязываем 2 петель. То есть вот изнаночная петля, и в конце ряда у нас осталось 2 петельки. Теперь вот как раз таки эти петли, которые мы сейчас провязывали контрастным цветом, я обратно переснимаю на левую спицу. То есть все эти 19 петель возвращаю обратно. Далее, после того, как эти петли я пересняла обратно на левую спицу, ниточку здесь я могу уже обрезать. Далее кончики темной нити я кладу в изнаночную сторону. И сейчас вот идут моих уже провязанных 2 петли. Дальше я продолжаю вязать мой носок. Вот как раз таки сейчас просто я дальше продолжаю вязать мой узор. 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Изнаночная. Все, смотрите, мы обозначили вот как раз таки нитью контрастного цвета то место, где впоследствии мы будем вывязывать пятку. Поэтому сейчас опять продолжаем вязать наш носок по кругу, провязывая вот там, где у нас идет верхняя часть. Я здесь провязываю резинку 3 на 1,
И на подошве я продолжаю вязать резинку 1 на 1. Таким образом, если мы сейчас посмотрим на готовый носок, мы сейчас с вами вот здесь от этого места продолжаем вязать всю длину нашего носка. Продолжаю вывязывать наш узор. Таким образом, мы вяжем всю длину этого нашего носка до тех пор, пока вот здесь длина нашего полотна не перекроет длину вот как раз-таки нашего мизинца. То есть вяжем до верхушки мизинца. После того, как мы довяжем как раз-таки до верхушки мизинца, мы вот здесь контрастным цветом будем закрывать вот наши петли, формировать мысок у наших носочков. Итак, вот я провязала нужную мне длину. То есть вот от этого контрастного цвета всего у меня провязано 38 рядов. И если в сантиметрах от спицы до вот как раз таки нашей темной полосы, это получается у меня провязано 13,5 сантиметров. И общая длина носочка у меня сейчас получается вот ровно 23 сантиметра. Нить горчичного цвета я здесь могу уже обрезать, так как вывязывать мысок я сейчас буду вот нитью как раз таки контрастного цвета, с которого я начинала наше вязание. Напоминаю, что на спице я набирала всего 42 петли. И сейчас, когда я провязывала всю длину моего носка, то есть на передней спице у меня расположено 19 петель, и вот здесь на задней спице у меня расположено 23 петли. Сейчас, в тот момент, когда я буду закрывать вот эту часть мыска, петли я разделю ровно напополам. То есть 21 петля у меня сейчас будет на передней части и 21 петля на задней части. Поэтому сейчас вот одну петлю от второй спицы, это от подошвы, я переодену на первую спицу. То есть вот я подвигаю эту одну петлю, снимаю, вот нить распускаю, и петлю эту я сейчас пересниму на первую спицу. Поэтому вот серый кончик нити я просто вот прикладываю вот к изнаночной стороне, и остальную часть мыска я буду вязать просто лицевой гладью. Поэтому сейчас первый ряд я провяжу без всяких убавлений, то есть просто провяжу все петли лицевыми. То есть одну петлю, вот первую, здесь я провязываю лицевой, и далее все остальные петли до конца этого ряда я сейчас также провяжу лицевыми. Вот лицевая. И сейчас сюда я еще должна провязать одну петельку. Поэтому вот таким образом спицу подвигаю. И вот еще провязываю одну лицевую петлю. И вот аккуратно леску сейчас вытаскиваю. Все. То есть у меня сейчас здесь на первой спице расположена 21 петля. И здесь на второй спице также осталось 21 петля. И здесь также все петли до конца второй спицы я провяжу сейчас лицевыми. И начиная со второго ряда я буду делать убавление петель. Итак, петли со второй спицы я также довязала сейчас до конца. И здесь также смотрите, чтобы у нас не образовывалось сейчас никакого большого отверстия. Горчичный кончик нити, это где мы закончили вязать основное полотно, и серый кончик нити, где мы присоединили нить, я завяжу вот на один двойной узелок. Кончики этих нитей я кладу в изнаночную сторону. В конце нам нужно будет эти кончики спрятать. Ну а я сейчас, начиная как раз таки со второго ряда, буду начинать убавлять петли. Поэтому первую петлю я сейчас провязываю лицевой, после чего следующих 2 петли я должна провязать вместе с наклоном в правую сторону. Правая стенка моих лицевых петель сейчас расположена как раз таки перед работой, поэтому здесь, ничего не переворачивая, этих 2 петли я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за переднюю стенку.
после чего провязываю все петли лицевые, не довязывая до конца первой спицы последних 3 петель. Когда в конце ряда вот у меня остаются 3 петли, здесь вот по порядку первую и вторую петлю я должна провязать вместе с наклоном в левую сторону. Так как правая стенка вот у меня сейчас расположена перед работой, поэтому этих 2 петли я пересниму и переверну, сделав так, чтобы вот правая стенка располагалась за работой. После чего этих 2 петли я сейчас должна провязать 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю правую стенку или вот наклоном в левую сторону. Далее я провязываю 1 петлю лицевую и перехожу на вязание петель вот на второй спице. На этой второй спице убавление петель мы будем делать точно таким же образом. То есть первую петлю я сейчас провязываю лицевой, после чего следующих 2 петли я должна провязать 2 петли вместе лицевой петлей за переднюю стенку или наклоном вот в правую сторону. После чего все остальные петли я просто провязываю лицевыми, не довязывав до конца этого вот ряда на второй спице последних 3 петель. Когда в конце ряда вот у нас остаются 3 петли, первую и вторую петлю мы должны провязать вместе с наклоном в левую сторону. Поэтому нам нужно сейчас сделать так, чтобы правая стенка петель располагалась вот за работой. Этих 2 петли я переворачиваю и провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю правую стенку или наклоном в левую сторону. Далее следующую петлю я провязываю лицевой. Мы с вами сейчас провязали второй ряд, и вот получается и на первой, и на второй спице убавили 2 петли. В начале 1 петлю и в конце вот спицы также 1 петлю. Эти убавления петель мы будем делать через один ряд, поэтому следующий третий ряд мы должны провязать сейчас просто все петли лицевые, не делая никаких убавлений. То есть сначала все петли лицевые я провяжу с первой спицы, после чего все петли лицевые провяжу со второй спицы. И в 4-м ряду мы снова будем делать убавление петель точно таким же образом, как мы провязывали и во 2-м ряду. Поэтому сейчас вот 3-й ряд довяжите самостоятельно, провязывая просто все петли лицевые. 4-й ряд, и здесь мы опять будем убавлять петли в начале и в конце первой спицы, также в начале и в конце второй спицы. Сейчас вот первую петлю всегда мы будем провязывать лицевой. Далее следующих 2 петли мы сейчас должны провязать 2 петли вместе лицевой петлей за переднюю правую стенку или наклоном в правую сторону. Далее вяжем все петли лицевые, не довязывав опять до конца этого ряда последних 3 петель. Когда в конце ряда у нас остаются 3 петли, первую и вторую петлю мы должны перевернуть, сделав так, чтобы правая стенка располагалась за работой. После чего этих 2 петли я сейчас провяжу 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю правую стенку и 1 петля лицевая. Точно таким же образом мы сейчас сделаем убавление вот на второй спице. Таким образом, смотрите, убавляем петли через один ряд, то есть в каждом четном ряду, то есть 2-й, 4-й, 6-й, 8-й и так далее. В этих рядах мы делаем убавление на каждой спице в начале и в конце ряда, провязывая 2 петли вместе, так как мы это только что с вами провязали. И все нечетные ряды 1, 3, 5, 7 просто вяжем все петли лицевые.
Итак, смотрите, вот я уже провязала небольшой участок, делая эти убавления через один ряд. И теперь давайте разберемся, до какого момента мы должны делать эти убавления. Здесь, смотрите, для начала на спице здесь я набирала всего вот в начале 42 петли. Теперь эти 42 петли мы должны разделить на 3 части. И это у меня получается 14 петель, 14 петель и 14 петель. Соответственно, делаем убавление, пока на спицах у нас не останется как бы 14 вот здесь центральных петель. То есть 8 петель на одной спице и 8 петель на второй спице. С учетом того, что здесь у нас получается нечетное количество петель, поэтому эти убавления я буду делать до тех пор, пока на спицах у нас не останется, то есть или 9 петель можно, или соответственно 7 петель. Итак, вот я сделала все убавления, то есть убавляла петли я до тех пор, пока на одной спице у меня не останется 9 петель. И на второй спице у меня также должно было остаться 9 петель. То есть в последнем ряду я сделала убавление, после чего провязала еще один ряд без убавлений. И сейчас здесь ниточку мы можем обрезать. Единственное, этот кончик обрезаем вот сейчас чуть подлиннее, так как мы сейчас будем сшивать вот эту часть мыска. Поэтому сейчас я беру вот иглу с большим ушком, и этот кончик нити, который я обрезала от моточка, я вставляю в иголку как раз таки с большим ушком. То есть вот я беру мое вязание, получается, передней частью к себе. Рабочая нить у меня расположена сейчас вот на второй спице. Вот моя игла с большим ушком. Первый раз я вставляю иглу вот как раз таки в ту петельку, на которой и расположена эта рабочая нить, с изнанки на лицо, то есть вот за, получается, вот эту правую стенку петли. И здесь хорошенечко затянули. И вот здесь получается один раз здесь мы прошили, вот на второй спице возвращаемся вот на нашу переднюю часть. И здесь иглу я также должна вставить один раз, получается, с изнанки на лицо. И теперь смотрите, после того, когда мы прошили буквально один раз одну петлю и один раз вторую петлю, наш шов будет выглядеть всегда одинаково и на одной спице, и на второй. То есть смотрите, иглу я сейчас вставляю в петлю, получается, с лица на изнанку, петельку аккуратно снимаю и через соседнюю петлю вывожу иголку с изнанки вот на лицо. Вот эта петля, из которой я сейчас вывожу нить с иголкой, мы ее сейчас не снимаем. То есть вот мы прошили эту сторону, вот где у нас идет подошва. Идем на сторону, которая ближе к нам. Здесь также всегда сначала мы вставляем иголку тоже с лица на изнанку в петельку, аккуратно эту петлю снимаем и через соседнюю петлю вывожу иглу с изнанки на лицо. И опять с лица на изнанку, вот на обратной стороне, и с изнанки на лицо через соседнюю петельку иголку с ниточкой сейчас вытаскиваю. Опять вот наша петелька, вставляю иголку с лица на изнанку, и именно эту петлю я уже снимаю. И через соседнюю петлю с изнанки на лицо иголочку с ниткой вывожу. И опять с лица на изнанку петлю снимаю и с изнанки на лицо через соседнюю петлю иголку вывожу. И вот у нас идут последние петельки, то есть здесь вот с лица на изнанку и получается с изнанки на лицо. И вот 2 последних петли, то есть здесь иголку я сейчас должна вставить, получается, вот с лица на изнанку, петлю снимаю и сразу через соседнюю вот петлю с изнанки на лицо вывожу. Спицы откладываю, аккуратно ниточку затягиваю. То есть вот у нас сейчас получился вот такой вот
аккуратный и красивый шовчик. Хорошенечко здесь, если нужно, подтянуть. Так, чтобы у нас здесь было все красиво, аккуратно и эластично. Вот я сейчас взяла, аккуратно за эту нить потянула, подтянув петли этого шва, так, чтобы, видите, здесь у нас было вот этот наш шов наравне с остальными петлями, так, чтобы он у нас не выделялся, видите? Единственное, вот эту нить, естественно, тянем аккуратно, чтобы ее не порвать. Прям очень-очень контролируем это натяжение. Если у вас уже получился сразу шов с нормальным натяжением этих петель, то ничего подтягивать в этом случае не нужно. При этом вот здесь идет все эластично и хорошо тянется. Но при этом, видите, все получается. Вот он шов наравне с остальными нашими петлями, и здесь ничего не видно. В общем, после того, как мы прошили вот этот наш мысок, мы берем сейчас иголку, выводим вот здесь, где мы закончили наш шов, в изнаночную сторону. В конце мы просто спрячем аккуратно этот кончик. Все, здесь теперь ниточку я обрезаю. Небольшой кончик остался, мне его достаточно будет для того, чтобы в конце просто спрятать. То есть у нас сейчас с вами получилась вот такая вот обычная простая заготовка. И теперь как раз таки в конце, когда мы вывязали всю длину нашего вот этого носка, нам осталось связать только пятку. Пятка у нас будет вязаться точно таким же образом, как вот здесь мы с вами вязали мысок. Мы будем приступать к вязанию пятки. Для этого нам сейчас нужно вот распустить вот эту нить контрастного цвета и поднять все петли. Соответственно, здесь на одной стороне носка и на второй стороне носочка. Поэтому давайте сделаем это вместе. Поэтому аккуратно, внимательно делаем, не спеша. Сначала мы вот здесь где-нибудь вот тянем за край, вот, и вытаскиваем кончик нити. И теперь просто поочередно, не спеша, я буду распускать эту темную нить и обязательно смотреть, откуда эта нить у меня сейчас, скажем так, вылазит. Соответственно, эту стенку петли я также обязательно должна буду поднять. То есть вот я сразу смотрю, я тяну за нить, и вот она у меня тянется вот за эти петли. Здесь и вот здесь вот она у меня идет, поэтому эти петельки здесь я сейчас подниму, только я их подниму вот отсюда, вот таким вот образом. Нить эту вот я вытаскиваю. Теперь для удобства я поднимаю петли на вот как раз таки круговые спицы, а обычной чулочной спицей я сейчас буду помогать распускать как раз таки этот край. То есть здесь вот у нас сейчас нить выходит из вот этой петельки, ее также я сейчас аккуратно поднимаю и дальше вот продолжаю распускать. Так, и вот наша сразу свободная петелька, ее также я сейчас одеваю на спицу. То есть вот и дальше. Вот наша следующая вот будет идти петелька, поэтому здесь, чтобы ее не упустить, я сначала ее подниму вот на спицу, вот аккуратно, после чего ниточку из нее вынимаю уже. Так, вот сразу будет идти еще одна петелька здесь. Итак, смотрите, вот я подняла все петли, темную нить я совсем убрала. И теперь смотрите, на вот этой части, вот верхней, где мы набирали петли, у меня сейчас поднялось 20 петель. То есть вот все петельки я поднимала. Ну, здесь вот на этой спице можно проверить. Вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. И вот здесь на второй спице
у меня поднялось 19 петель. Напоминаю, что закрывали здесь изначально мы 19 петель. И вот здесь, в этих промежутках, я сейчас буду поднимать еще по несколько петель для того, чтобы здесь не образовывалось никаких больших дырочек. Поэтому с учетом того, что здесь 20 петель, здесь 19 петель. И если я вот вязание мое слегка вот таким вот образом растяну, я вижу, что вот этот край между петлями у нас получается чуть шире. Здесь ну, совсем такое небольшое отверстие получается. Вывязывать сейчас эту пятку я буду из вот того же количества петель, что я провязывала и мысок, то есть из 21 петли. Поэтому сейчас вот здесь, где у меня расстояние между петлями идет меньше, я подниму буквально одну петельку, а вот здесь расстояние, где чуть побольше, я подниму 2 петли. И эти петли распределю так, чтобы на одной спице у меня была 21 петля. И вот на второй спице у меня также сейчас будет идти 21 петля. Поэтому вот здесь, где у нас идет расстояние чуть побольше, сейчас эти петли я подниму, во-первых, с помощью крючка, поднимая их здесь где-нибудь протяжки, но так, чтобы не образовывалось никаких больших дырочек. Давайте попробуем вначале вот эту стенку петли поднять. То есть вот она у нас идет так. Одену на спицу, где у меня идет 20 петель, то есть плюс 1 получается 21. И здесь давайте подниму сейчас, попробую. Так, давайте вот здесь где-нибудь стеночку вот попробую вот эту поднять. Да, нормально, я думаю, все будет. То есть вот, то есть просто равномерно и так, чтобы здесь вот, ну, не образовывалось каких-то больших дырочек. Поэтому я беру вот серую нить, беру вот мой носочек, серый кончик нити я просто сейчас кладу в изнаночную сторону. И сейчас я буду приступать к вязанию первого ряда. Первый ряд я сейчас просто провяжу все петли лицевыми, то, как мы провязывали здесь и вот в нашем мыске. Поэтому у меня сейчас идет первая петля вот лицевая, вторая петля лицевая и так далее. Вяжем вот до конца этот ряд, провязывая сейчас вот все петли лицевые за правую стенку каждый из вот этих наших петель, так чтобы петли лежали ровно и не были перекрученными. В конце ряда последнюю петлю я также провязала лицевой, и сейчас вот здесь в этом стыке я также должна буду поднять петельку. Ну, давайте вот эту стенку петли попробуем поднять и провязать вот лицевой петлей. И теперь я перехожу на вязание петель вот как раз таки на второй спице. Здесь у нас уже идет 21 петля, поэтому ничего не поднимая, просто вот все петли продолжаю вязать лицевыми, то есть до конца этого ряда. То есть вот лицевая и лицевая петля. Все, мы с вами провязали первый ряд лицевыми петлями. И сейчас, начиная со второго ряда, я буду делать убавление петель. Убавлять петли я буду точно таким же образом, как и на мыске. Давайте просто начнем провязывать вместе, далее продолжите вязать нашу пятку самостоятельно вот по принципу вязания мыска. То есть первую петлю я сейчас провяжу лицевой, и следующих 2 петли я должна провязать вместе с наклоном в правую сторону, то есть за переднюю стенку этих 2 петель. Хорошенечко здесь все петельки подтягиваем. Далее продолжаю вязать этот ряд лицевыми петлями, не довязывав до конца вот этого ряда на нашей первой спице 3 последних петель. В тот момент, когда у нас в конце ряда остается 3 петли,
первую и вторую петлю я должна сейчас перевернуть и сделать так, чтобы правая стенка располагалась за работой. После чего этих 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей за заднюю стенку или наклоном, получается, в левую сторону. И 1 петля лицевая. Точно таким же образом мы сделаем сейчас убавление и вот на нашей, получается, второй спице. Таким образом я буду убавлять эти петли также через 1 ряд. То есть во всех четных рядах я буду делать убавление петель в начале и в конце первой спицы, в начале и в конце второй спицы. Все нечетные ряды мы просто вяжем все петли лицевыми. Таким образом я убавляю эти петли до тех пор, пока на спицах у меня не останется, точно как и здесь, 9 петель. После чего эти 9 петель оставшихся, то есть 9 петель на одной спице и 9 петель на второй спице. И после этого эти 9 петель я точно таким же образом, как и мысок, сошью. Каким образом выполняется этот шов, мы с вами уже разобрались. Итак, друзья, вот смотрите, я связала пятку, сшила нашу пятку способом петля в петлю. Далее мы наши носочки должны вывернуть на изнаночную сторону, и все кончики, которые у нас есть, мы должны спрятать по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. Дальше носки я все-таки рекомендую постирать, так как после стирки петли станут более красивыми и ровными, и носки станут более мягкими и эластичными. Итак, друзья, надеюсь, данное видео было для вас полезным и понятным, поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока!